Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник, главный редактор журнала «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте. Венгрия выбила себе возможность дальше получать нефть из дружбы и топливо из российской нефти от НПЗ в Словакии. Будапешту удалось уберечь трубу «Дружба» от новых санкций Брюсселя. Виктор Орбан, лучший друг Трампа в Европе, в отличие от Германии, отстоял право на российскую нефть. Из этого вопрос, а почему вот такие вот небольшие страны, не имеющие особых там экономических зон влияния, как Словакия, Сербия, Венгрия, они умудряются себе забирать более выгодные поставки энергоресурсов из Европы, а такие страны, как Австрия, Германия, они от них отказываются в ущерб своей экономике, энергетике. Что такое происходит в Европе? В Европе действительно происходит какой-то удивительный бардак, когда национальные ценности и интересы собственной страны становятся зависимыми от общих и порой достаточно размытых интересов всего европейского сообщества. Собственно, мы тут что наблюдаем? По большому счету, Виктор Орбан, великий политик мирового уровня, а сделало его великим политиком мирового уровня стремление защищать национальные интересы. Обратите внимание, кроме Орбана, фактически никто так самоотверженно не борется за интересы своей страны, как он. И еще на момент начала введения санкций против российской нефти и газа в 2022 году Орбан совершенно спокойно, не стесняясь, не прикрываясь какими-то там европейскими ценностями, он заявлял: у меня есть определенные задачи и определенные цели защитить интересы страны и как бы соблюсти ее энергетическую безопасность. А в силу специфики европейской бюрократии многие решения там принимаются единогласно. И, с одной стороны, это хорошо, потому что в таком случае решение принято всеми, без исключения, все с ним согласны. А с другой стороны, если кто-то с этим решением не согласен, то заблокировать можно все, что угодно. Чем, собственно говоря, и воспользовался Орбан. Он сказал, что без российской нефти, без российского газа Венгрия не может считать себя в состоянии энергетической безопасности. Еще я напомню, когда шла речь про перекрытие поставок нефти по дружбе, именно Венгрия выбрала для себя исключение. Орбан заявил, что без этих поставок мы пропадем. Вот вы можете обеспечить нам сопоставимые объемы нефти по сопоставимой цене, вот тем образом, которым мы сейчас его получаем. Что вы можете нам предложить? Поставки нефти из германских или польских портов? А как? То есть вы предлагаете построить нам еще за свои деньги нефтепровод, по которому нефть, которую вы будете закупать где-то там непонятно по какой цене, потом, соответственно, вы будете по этому нефтепроводу, построенному за наши деньги, прокачивать, и при этом мы должны будем еще платить какой-то тариф за прокачку этой нефти по территориям других стран. Но это мало похоже на энергетическую безопасность. Поэтому либо вы оставляете все как есть, давая нам возможность получать нефть из России по дружбе, либо, фактически никто не получит никаких общеевропейских денег, потому что Венгрия за это голосовать не будет. И я напомню, в прошлом, позапрошлом году еврочиновники даже задумались о том, а не поменять ли им структуру принятия решений в Евросоюзе, потому что позиция Венгрии фактически блокировала вот эти все украинские транши, которые Европа выделяла там украинской экономики и украинской армии на все их проекты. Фактически Венгрия накладывала право вето на эти решения, и Украина ничего не получала. Соответственно, чтобы продолжать играть в свою политическую игру и иметь возможность помогать Украине, Евросоюзу пришлось дать возможность венграм получить вот это свое исключение. Собственно говоря, другие страны не смогли вот так себя поставить и фактически диктовать Евросоюзу свою волю.
Поэтому Венгрия до сих пор получает нефть из России, причем в достаточно больших объемах. Если я не ошибаюсь, речь идет о где-то 6 миллионах тонн. Потому что в Венгрии развита нефтепереработка, там есть свои заводы, которые, соответственно, должны получать откуда-то нефть. А вот та же самая Италия, например, не смогла выбить нефть для заводов, которые находятся на ее территории. Напомню, кстати, один из них был когда-то лукойловским. Германия тоже один из как бы лидеров такого вот сопротивления тоталитарной России борьбы за Украину. Она вообще фактически лишилась поставок нефти на свои, в общем, достаточно немаленькие НПЗ, которые снабжали всю страну и близлежащие. А Венгрия смогла. Более того, Венгрия сохранила объем поставок газа через турецкий поток и, собственно, даже утеря украинского транзита, а напомню, раньше Венгрия получала газ транзитом через Украину, тоже не сильно ей повредило, потому что были увеличены объемы поставок через турецкий поток. Вот, как говорится, Венгрия та самая страна, которая смогла, и в немалой степени она обязана этим Виктору Орбану, для которого национальные интересы оказались выше общеевропейских. Ну, как мы видим, наверное, он был прав. Во всяком случае, венгры сейчас не так страдают от отсутствия газа или электричества, или цены на эти ресурсы, как те же самые жители Германии, ну или Великобритании. А вот если уж речь зашла про бывшие НПЗ Лукойла, Роснефти в Германии, в Италии, а, говорится о том, что российскую нефть можно заместить. А разве это так легко делается? Насколько я помню, вроде НПЗ строятся под конкретные сорта нефти, которые рассчитаны на ее химический состав и получающуюся продукцию. Это разве так легко? Их загрузили на 100%? Чем? Это совершенно нелегко, вы абсолютно правы, собственно говоря, заводы из-за этого сейчас страдают. Потому что, да, они были настроены на определенные параметры нефти с определенными содержаниями ароматики, серы, там, парафинов и так далее. Вот, собственно говоря, российская Юралс – это то, что должно было перерабатываться на этих заводах. Нет российской Юралс, соответственно, приходится как-то выкручиваться, потому что та же самая арабская нефть для этих заводов не подойдет, там, американская WTI тоже не подойдет. Ну, туда могут подойти там, сорта венесуэльские, или иранские, или казахстанские. Кстати, казахстанский экспортный сорт, который называется Кепко, по параметрам один в один российская Юралс. Поэтому вот те объемы в 100 тысяч тонн, которые поставляются из Казахстана в Германию для переработки на немецких заводах, вот как раз это идеальная замена для российской Юрос. Более того, а, есть такое ощущение, что та нефть, которая попадает на переработку в Германию, она, безусловно, по документам казахстанская, а вот и по химическому составу она как бы один в один казахстанская, это самая смесь. А вот где она добыта, в Казахстане или в России, это большой вопрос. И я думаю, никто его себе задавать не хочет, потому что может выясниться много всего интересного. То есть поставки в Европу нефти из Казахстана история давняя. И, собственно говоря, раньше поставлялось до 5 миллионов тонн из Казахстана в Европу. Другое дело, что это была не казахстанская нефть, это была российская Юралс, просто происходил своп, то есть обмен нефти на нефть. То есть Казахстан поставлял нефть туда, куда нужно было России, а Россия, соответственно, свою нефть на замену казахстанской поставляла в Европу. Другое дело, что объемы, о которых удалось договориться, ничтожно малы, потому что для завода объемом переработки, там, я имею в виду, например, тот самый завод «Швед», 14 миллионов тонн, поставка 100 тысяч тонн ежемесячно, но это ничтожно мало. То есть при всех аппетитах этого завода, получается, он сейчас слегка закусывает, потому что этих объемов нефти явно не хватает для того, чтобы завод работал на полную мощность. Ну, а завод большой, снабжал он, собственно говоря, центральные земли Германии, плюс Берлинский аэропорт.
Ну, теперь, вот, исходя из принятых решений и отъема у Роснефти этого завода под государственное управление, Германия теперь вынуждена разыскивать нефть в разных местах, покупая то там, и, соответственно, получая их не по трубопроводу, а это, собственно, достаточно дешевый вариант логистический. Соответственно, теперь эту нефть она покупает морем. Более того, я не исключаю того, что часть из той нефти, которую закупает Германия, которая потом поступает на переработку на немецкий НПЗ, это в конце концов российская нефть. Просто, как мы говорили раньше, когда были введены санкции против российской нефти, многие страны, у которых сроду никогда не было своей добычи, вдруг оказались производителями нефти. И появились различные там индийские, бельгийские, латвийские смеси. Ну, собственно говоря, я не исключаю того, что часть нефти, которая поступает в Германию вот в виде таких экзотических смесей из стран, где нефть никогда не производилась, это, собственно говоря, та же самая российская нефть, просто юридически очищенная. При всем происходящем СВО, санкции и все прочем, если бы эти заводы не отобрали у Роснефти и прочих компаний, им бы пришлось содержать штат, оплачивать счета, платить налоги, но они бы все равно не получали нефть для своей работы. И сейчас те заводы, которые были, ну, мягко говоря, изъяты у российских компаний, они генерируют в основном сейчас убытки. То есть это получается плюс, а не минус. Ну, с этой точки зрения, безусловно, да, потому что, ну, по заводу, Лукойловскому заводу, вокруг которого танцы продолжались достаточно долгое время, ну, это завод в Италии, то разрешали, то не пускали, ну, а деньги за это платятся, то есть, как бы, это действительно убытки, расходы и так далее. Другое дело, что так или иначе нарушен какой-то основополагающий принцип частной собственности. То есть пришел инвестор в Европу, приобрел ну, достаточно большой, дорогой имущественный комплекс, вложил туда средства, работает, развивается, платит налоги, там, создает рабочие места. А потом ему говорят, что, а вы знаете, дорогой инвестор, в силу вашей, так сказать, политической незрелости и принадлежности к тоталитарной стране, отберем-ка мы у вас, пожалуй, ваше предприятие и введем мы на нем наше внешнее государственное управление. И сами будем решать, что здесь и как делать, какое сырье сюда поставлять, в каких объемах и что делать, соответственно, с прибылью этого предприятия. Ну, я думаю, что в этих условиях многие инвесторы задумались. То есть, если Европа, которая всегда славилась незыблемостью своих принципов отношения к собственности, к инвестициям и так далее, если она принимает такие решения в отношении российских компаний, то, кто знает, сегодня там, Россия неблагонадежна идеологически для того, чтобы иметь право инвестировать в Европу и иметь там какую-то собственность. А ну как завтра что-то не то позволит себе сделать Саудовская Аравия, а потом, например, там, Катар, который поставляет СПГ и имеет СП с французскими или американскими компаниями, а потом кто-нибудь еще. И в этом в смысле, конечно, инвесторы получили очень неприятный сигнал, и, собственно, я думаю, что многие из них задумались, а стоит ли продолжать и складывать все яйца в одну корзину, инвестировать в европейскую промышленность в условиях, когда Европа просто вот по идеологическим соображениям может нарушить основополагающий принцип частной собственности, просто отобрать актив, просто потому что там, ей не нравится, что страна ведет там, какую-то войну со своим соседом и принять сторону этого соседа, сказать, а вот теперь из-за этого ваша частная собственность становится нашей общественной. Ну, это, конечно, крайне неприятный звоночек для инвесторов из любой страны. Конечно, говорят о том, что фарш нельзя провернуть обратно, но тем не менее на фоне разговоров о возврате ряда компаний на российский рынок из-за рубежа, мы вот и посмотрим, как будет поступать Европа и что
изменится в грядущем. В любом случае, спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал «Нефть и Капитал», подписывайтесь на телеграм-канал «Геоэнергетика Инфо». Все ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Спасибо.